Наконец-то я возвращаюсь к вам после всех моих каникул, болячек, выходных. На самом деле, я, конечно, вчера ходила в лицей, но у нас было всего лишь 1,5 лекции, можно так сказать, потому что на первой мы еще что-то более-менее делали, а вот на второй мы просто сидели, и потом нас учитель даже отправил раньше домой. На эту неделю у меня столько всего, вы просто не поверите, потому что это последняя неделя перед тем, как нам выставят оценки за семестр. И, во-первых, мне надо разобраться с географией, которую должна была писать на этой неделе, но в тот день, когда я должна была идти писать самостоятельно, вернее, контрольную работу, я заболела. Мне было настолько плохо, что я просто понимала, я не выйду из дома. Да, я в тот день даже проспала вроде до 12 часов дня, что-то вот такое вот. Поэтому я буду писать это все в понедельник, и у меня не будет шанса на переписывание, если вдруг мне не понравится моя оценка. Конечно, я все, в принципе, всегда писала с первого раза, но в такие вот моменты я волнуюсь. И еще я поняла, что если я получу пятерку за эту самостоятельную, у меня есть шансы получить 5 за семестр. Как-то, я не знаю, договориться там с учительницей, сказать, вот смотрите, мне так и так, поставьте мне, пожалуйста, 5. Писать я буду по теме атмосфера и гидросфера. Если так подумать, там нету сильно много сложных моментов, да, то есть не сильно сложная, но есть вот моменты, которые надо очень хорошо выучить. Доброе утро. Сейчас 6:13. На самом деле я проснулась еще намного раньше, где-то 6:30, 3:30 утра, почти в 4. И все это время я не могла уснуть. И, в принципе, я чувствую себя очень бодро, как бы это странно не звучало. Но одновременно с этим я не могла встать. Не скажу, что мне было лень, я просто вот какая-то была уставшая. Я просто вот лежала все это время. И вот когда силы проснуться появились у меня только вот прямо сейчас. Сейчас я хочу позаниматься географией. Вчера я весь день читала теорию, а вот именно сейчас хочу порешать всякие задания. Потому что читать мне, честно говоря, немножечко надоело. Также, возможно, потом еще задания в интернете поищу. А сейчас буду делать задания в самостоятельных книжечках. Я не знаю просто, как это назвать. Контурные карты. У нас в Беларуси это называлось контурные карты. Как-то вот так вот. Пока что вот такие вот планы.
Сижу я, значит, учу географию. Процесс идет полным ходом, и мне на телефон приходит уведомление, что завтра у меня какая-то замена по урокам в плане лекций. Я захожу, смотрю. Короче, возможно, вместо географии будет английский язык. Завтра целых 2 английских. То есть сначала есть замена польского языка, и потом еще география тоже будет замена на английский язык. Я, конечно, все это сейчас буду учить, все равно сидеть, потому что, возможно, учительница по географии просто передаст работы учительнице по английскому нашей, и она нам скажет это все писать. Да, но будет прикольно, если окажется, что этого не будет, потому что, возможно, уже в среду мы не будем этого писать, потому что надо все же время на проверку. Да. Угу. Но зато у меня здесь чаечек. У нас весь день идет снег. Ну, сейчас, конечно, уже не идет снег, но мне даже пришло уведомление о безопасности, что будет снег, гололед. И я очень сильно рада, что наконец-то началась зима нормальная. Потому что до этого просто были тучи, дождь мог идти. Ну, даже сейчас идет снег, но очень-очень-очень маленький или заметный. Но я очень рада. Потому что когда тучи, то прям серо, сыро. А вот когда идет еще и снежок, то становится даже светлее. Сейчас уже 22:33, где-то так примерно по времени. И я абсолютно забыла, что я снимаю влог. Сори. Дело в том, что я реально весь день занята. Я сначала учила слова, потом я дописывала сочинение по английскому языку, и вот сейчас еще делаю задание по истории, чтобы завтра это все сдать учительнице и смочь получить 5 за семестр по истории. Честно, я очень устала, потому что вот последние эти 3 дня я только и делаю, что учусь и учусь. Но да, это вот последний день, когда я вот так вот бегаю. Еще. Оказывается, у нас сегодня не было географии. Нам поставили замену. Я думала, нам как-то учительница, может, передаст работы, чтобы мы их могли написать под контролем другого учителя. Но мы просто сидели, ничего не делали. И с одной стороны, это хорошо, потому что я немножечко отдохну. С другой же стороны, я сегодня утром вставала в 5 часов, чтобы доделать географию, доучить ее. И я понимаю, что могла просто поспать. Также есть еще одна проблема в том, что если учительница не выйдет в среду, и мы в среду не напишем эту же контрольную, то я не знаю, что у меня будет с оценками, так как это работа, которая должна была быть написана в этом семестре, а уже в пятницу выставляют окончательные оценки. И, то есть я не знаю, что учительница с этим будет делать. Просто изначально я была больная, и я не смогла прийти в определенные дни, чтобы это написать. А тут теперь, я так понимаю, она болеет. Потому что она сама указывала, что вот в понедельник, сегодня последний шанс написать эту работу. Да, как-то вот так вот. Еще мне по польскому выставили какую-то странную оценку, непонятно за что. И тоже надо будет потом как можно быстрее связаться с учительницей, потому что у меня вообще плохо все по польскому с оценками.
У меня в прошлые года семестры тоже выходили 6 все время. Сейчас же у меня там, наверное, даже ни одной 6 не стоит. У меня что-то стоит, что-то 5, 5, 3, 4, 4. Вроде как-то так. И, ну, то есть это даже на 5 не похоже. Я вообще не знаю, что у меня будет с оценкой по польскому в этом семестре. Просто наша учительница, она не совсем смотрит на оценки, она еще смотрит на то, как человек работает. И мне кажется, вот с моими оценками сейчас максимум, что она может сделать, это поставить 5. То есть 6 это явно нет. То есть она могла... Окей, я понимаю, когда она мне ставила 6, когда у меня там стояло, допустим, 3 5 и 2 6. То есть ладно, окей, она могла как-то это округлить в мою сторону чуть-чуть. Но тут вообще даже 5 не пахнет. Да, этот семестр такой очень загруженный. И 3 месяца остается до экзаменов. Я вот в эти дни вообще ничего не делала по экзамену. Вот как у меня закончились пробные, все, я больше за экзамены не бралась. Я, конечно, понимаю, что я все вот эти вот года, что тут учусь, я, грубо говоря, готовлюсь к этим экзаменам, но какие-то задания все равно надо выполнять. Но ничего, будут сейчас каникулы, я буду очень так активно все решать. Тоже надо будет сейчас начать разбираться еще с русским языком, повторять правила орфографические, там, пунктуационные и так далее. Потому что это такой предмет, на котором у меня есть шансы получить очень-очень высокий балл, который сможет вытянуть мои шансы в поступлении. Сейчас у меня перерыв на 2 урока, потому что я не хожу на физкультуру, и я просто думаю, что мне купить в автоматах, потому что у нас кофе стоит 5 злотых. Намного подорожало, потому что до этого стоило 3 злотых. И при этом бутылка, я не знаю, как это называется правильно, водички с витаминами стоит столько же, но при этом ее больше. Это даже пепси можно купить. Даже выгоднее выходит. Вода 4 злотых. Кошмар. Я купила чай, но мне его почему-то налила не до конца. И вот примерно где мой указательный палец, он заканчивается. Поэтому я сейчас хочу сделать очень интересную вещь. У нас тут есть фонтанчик, и просто из фонтанчика воды долить в чай. Заодно его и разбавлю, и заодно его станет больше и менее сладким. A mild injury to the brain caused by a blow to the head. Concussion. The state of being overweight. A painful wound made by an insect. Yep. Я сейчас иду в школу и только что зашла в Росман. Это, если что, магазин косметики, так в Польше называется. И я там нашла полностью розовую палетку теней для глаз. Честно, я искала такие везде. Но она оказалась очень дорогая, на 46 злотых. Но я ее все равно взяла, купила. Потому что это реально то, что я очень давно ищу. А заказывать с интернета, с Китая, я как-то боюсь. Чтобы потом рака никакого себе не получить. Также я купила себе пшикалку для волос, чтобы они не пушились. Потому что для меня это самая большая проблема. Вот я сейчас приду в школу и вам все покажу.
уверенностью сказать, что у этой штуки просто вау-эффект. Я сегодня помыла волосы, и обычно они у меня очень сильно пушатся. Вот то, что вот тут у меня сейчас чуть-чуть может это быть, это вообще еще ничего, можно сказать, потому что обычно они у меня вот прям торчат, особенно вот на голове сверху. Очень сильно могут там торчать, пушиться, но я вот побрызгала сегодня, сейчас уже где-то 3 часа дня, я побрызгала в плюс-минус 10 часов, и все, у меня волосы такие мягкие, не пушатся, ничего, просто идеально. Я ее купила за 10 злотых, но сколько она вообще стоит в реале, я не помню, потому что она была на скидке. Я даже реально цены не смотрела, просто увидела, что 200 миллилитров, 10 злотых, я ее взяла. Плюс она с керосином как раз таки для таких волос, как у меня. Все, я дома, наконец-то. Почему у меня такое грязное стекло? Ох. Я хотела просто кое о чем рассказать. Так получилось, что вроде бы в воскресенье, если не ошибаюсь, я на одном сайте, там где ищут работу, рылась. Мне просто было интересно посмотреть, где там ищут работу и где, допустим, удобнее искать работу для студентов. Потому что, допустим, там один сайт, я поняла, что он больше предназначен для людей, у которых есть стаж, а вот на этом, котором я смотрела, можно найти абсолютно все там для студентов, для тех, у кого вообще нету никакого стажа там и опыта работы. И нашла я там предложение поработать с 24 января, или у нас сейчас января, с 24 февраля по 30 февраля. И, короче, мне сегодня, пока я сделала в школе, отзвонилась женщина и спросила, то есть заинтересована ли я еще в этом предложении? Я говорю, да, конечно, я заинтересована. И, короче, в пятницу мне пришлют заявку, чтобы я ее подписала. Я не знаю, как это на русском называется, но я буду работать по умове злицения, но это как бы на короткий час подписываются заявления и документы. В общем, мой русский в этой части очень плохо. Да, и буду работать... Ну, как бы, я работаю, грубо говоря, я работаю 7 дней, но на самом деле 6, потому что в воскресенье я не работаю. В воскресенье в Польше работать нельзя. И в час я... Ладно, я тут просто... Я не хочу это сейчас рассказывать, я не хочу, все. Просто если все будет хорошо, я сниму видео полностью о том, как я работала, как моя работа прошла, что я там делала. Порассказываю тоже о... как это назвать? Какие есть виды документов, когда подписывают при работе. Я, честно, очень сильно рада, потому что это будет мой первый опыт работы. Я уже как-то пыталась, я приходила на, как это сказать, пробный период, но меня так получилось, что не взяли. Но в этот раз вроде все выходит вообще супер. Ну да, так как прошло уже несколько дней с воскресенья, я даже подумала, может, мне позвонят. Но мне позвонили. И, короче, все меня внесли в список и будут в пятницу присылать заявление, чтобы я его подписывала. Ой, мне сейчас все хочется рассказать, но просто понимаю, это займет очень много времени, лучше из этого сделать прям отдельное видео. Но на этом, я думаю, вот это вот видео заканчивается. Просто до следующего видео.